Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Май 2025 года, Таро прогноз. И давайте с вами узнаем, что же нам подскажут карты для вашего знака зодиака. Что прояснится, что спешит буквально в вашу жизнь, что доброго спешит в вашу жизнь. И, может быть, неожиданно какие-то события вы узнаете, что-то откроется. В чем ваша сила, узнаем у карт, и в чем вы наиболее ресурсны в мае месяце. Астрологическое небо мая– это месяц растущей стабильности, в котором гармонично переплетаются как и конкретность дня сегодняшнего, так и долгосрочное видение и планирование. Иными словами, посади сегодня семена того, что ты хочешь собрать урожаем завтра. Вот давайте с вами узнаем. У нас две колоды. Колода Золотого Таро, у которой мы спросим, наша первая карта, что вас будет радовать, мои дорогие? Что спешит в вашу жизнь, как добрые события? Начнем с позиции именно добра и будем милосердны самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И раз нам с вами довелось жить в эпоху перемен, значит, по крайней мере, в 2025 году наша задача адаптироваться, а после организовать свою жизнь, может быть, и по-новому в связи с теми событиями, которые произойдут, потому что 26-й год, он другой будет. Итак, пока мы смотрим май, добрые события, которые спешат в вашу жизнь. В чем вы думали, поставили точку, а тут придется либо продолжать что-то, либо кто-то или что-то возвращается. Какая правда вам откроется? Может быть, это как неожиданное извещение или какая-то новость. Но это то, когда вы сумеете что-либо осуществить, какой-то вопрос. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Это как знаки судьбы и подсказки высших сил, в чем нужно быть осторожным. И следующая карта. В чем же ваша сила? В чем вы наиболее ресурсные? Ваши сильные стороны. По основным сферам жизни Королевское Таро, вторая колода. Ее прорисовал Чиро Маркетти, мне очень нравится. Все его карты. Итак, давайте будем спрашивать. Первая карта – это сфера ваших достижений, ваша работа, профессиональная деятельность, занятость, у кого-то учеба, у кого-то и документы. Вопросы денег рассмотрим отдельно. И на личную жизнь достанем сегодня три карты. Май, весна, мои дорогие стрельцы. И первая карта для тех, кто в паре или человек семейный. Вторая карта для тех, кто один или одна. И третья – это сложные отношения. Итак, что же доброго спешит в вашу жизнь? Король жезлов, какая-то идея. Или, кстати, это услышанная новость. Может быть, контакты с конкретным человеком, но надо сказать, что эта карта по энергетике, все же это у нас огонь, это стихия ваша, мои дорогие стрельцы. Это вы сами тут можете что-то задумать, переиграть. Или все же я такой момент, в чем ваши сильные стороны, мы еще увидим. Но карта касается добрых событий в отношении вас. Поэтому тут может быть как и какая-то новость, которая вам, ну, условно в чем-то помогает. Или ваше важное решение, или контакты с подобным человеком, потому что по этой карте тот, который вам либо способен помочь, либо просто дать отдельный совет, потому что это карта харизматичного лидера или лидера идейного. Правда, карта не говорит, что вот эту работу будет делать именно этот лидер. Действовать придется вам самим. Но какой-то, как выход из тупика или разрешение спорного вопроса. Здесь действительно вы можете контактировать с тем лицом, который вам какие-то правильные вещи говорит. Или плюс такой вот еще проходит момент, когда мы просто с кем-то в мае месяце вы можете говорить, или в разной обстановке может состояться какой-то важный разговор, и человек, может быть, произнесет как ключевая фраза. И вы сумеете переложить на свою жизнь, и каким-то образом это будет подсказкой. То есть через информацию в конечном итоге, через взаимодействие с другими людьми к вам приходит такая вот возможность, какое-то доброе событие. Или конкретно, когда вы, может, ну, как духовного учителя, идейного учителя, встречаете правильного человека, когда
ну, какой-то пазл у вас сложится. Но и если мы отталкиваемся от вашей карты, да, где-то вашей энергетики, тут немножко и вы где-то на своей волне. Но и знаете, эта карта придает страсти, напора, жизненной энергии, поэтому жизненными силами, как бы вы себя не чувствовали, может быть, в апреле, здесь что-то способствует увеличению вашей ресурсности в принципе. Давайте узнаем, в чем вы думали, поставили точку, а придется либо продолжать историю любви, или мы спросили, кто или что вернется. Может и человек вернуться, можете и вы кого-то возвращать. Двойка кубков, конечно, о любви. Эта карта больше, поскольку кубки говорит о личной жизни. Поэтому личной жизни, нам карты говорят, неплохо было бы стрельцу уделить внимание. Хотя, конечно, мы можем рассматривать эту карту по энергетике, когда вы со всеми сумеете договориться. Ведь это баланс карта. Карта гармонии в душе. Карта, когда мы сами настроены где-то на диалог, именно на диалог, так и люди будут настроены на диалог с вами. Может быть, будут люди готовы вас выслушать. И поэтому вот эти добрые энергии, правда, мая месяца вам нужно ими воспользоваться, мои дорогие стрельцы, для того, чтобы для себя прояснить сложный вопрос, чтобы сложный разговор, может быть, даже состоялся. Хотя нам не говорят обе карты о сложных разговорах, переговорах, или, ну, все же мы будем реалистами, потому что у каждого своя какая-то проблема, а то и дилемма стоит. Но через контакты с людьми, такие правильные, в уравновешенных эмоциях, для вас нет ничего невозможного. И может быть какая-то идея ваша. Вы здесь ее можете с кем-то обсудить. Или, может быть, это вообще по этой карте идут близкие наши. Я не имею в виду именно любимые люди. Это может быть близкий друг, к примеру, да, или человек, которому вы доверяете. Вот здесь может быть какой-то контекст взаимодоверия, может быть, как и с новым партнером, так и с тем партнером, которого вы прежде знали. И не обязательно, что вы его узнали очень хорошо. Нам просто говорят карты о каком-то плодотворном сотрудничестве и добрых контактах. Правда, тут какое-то и добро в вашу жизнь может вернуться. Вполне вероятно, вы кому-то сделали добро, а тут вам будут помогать. И такое я тоже не исключаю. Что же откроется? Королева мечей. Какая-то тайна может открыться. По этой карте, ведь это у нас когда-то был прообраз Юдифи. Это карта независимого человека. Поэтому какая-то независимая ваша позиция в том или в ином вопросе, она может быть, ну, где-то с позиции прояснения. И смотря, что вы хотите решить, осуществить. С одной стороны, конечно, карта говорит, надейся сам на себя. И где-то говорит, будь дипломатом, не вступай однозначно в какой-то конфликт. Но все-таки Юдивь, будем говорить, если мы обернемся к историческим фактам, на основе которых создавались колоды Таро, то ведь она отрезала, по сути дела, будем честны сами с собой. Поэтому, но она это сделала таким образом, об этом никто не знал. Поэтому вот эта независимость, она приходит буквально через молчание, через ваш какой-то план или осуществление. Но когда вы надеетесь сами на себя и буквально храните молчание, а между тем просчитываете какую-то свою траекторию движения, буквально вот так, пошагово, вам молчание помогает. И детализация какого-то проекта. Здесь может открыться, конечно, какая-то правда конкретно о человеке, который не совсем похож на вас. Может быть, это человек такой интеллектуал, который имеет много знаний. Может быть, это и женщина какая-то, да, у кого-то конкретно, которая рождена под знаком зодиака стихии воздуха. Это у нас близнецы весы водолей или имеет там асцендент. Кстати, не всегда люди знают, в каком знаке зодиака асцендент, потому что нужно знать время рождения. Могут быть самые разные подобного рода контакты, но вы будете что-то решать. И я могу предположить, что вы услышите новость, и после этой новости, информации или полученного документа какая-то прежняя ситуация для вас может быть решена,
потому что вы видите пути решения. Но, мои дорогие стрельцы, опять же, если возвращаемся к Юдифе, видите только вы это решение. И поэтому здесь, если бы вы с кем-то держали совет, что я буду делать по пунктам, вас бы, возможно, не одобрили. Примите вот этот тонкий нюанс. Все же мы спросили, что откроется. Так вот, какая-то парадигма действий для вас открывается, когда именно вы в одиночку, может быть, хотя... Опять же, про Юдифь. Она пошла со служанкой. Я уже не рассказываю подробно этот исторический факт. Кому интересно, тут прочитает. Это Ветхий Завет. И тем не менее, значит, если даже есть у вас в компаньонах такой человек, с которым вы держите, ну, какие-то общие разговоры, а между тем продумывая, тем не менее, свою какую-то ситуацию, есть такой момент, что вы, может быть, не должны даже рассказывать свои планы на 100% делиться, но это как подсказка, чтобы раньше времени не открылась, наоборот, та правда, которую вы хотите осуществить. Идею можно украсть, или люди могут помешать, потому что у каждого, повторюсь, свое видение. И вот у вас что-то важное может быть на кону в мае месяце, когда именно вы какой-то сложный пазл можете собрать. И информации, скорее всего, в мае будет много, но вам ее придется фильтровать. Давайте мы с вами узнаем, что нам может помешать. Вот конкретно какое-то взаимодействие. Двойка пентаклей– это карта еще спонтанности. Поэтому если мы так спонтанно принимаем решение и куда-то торопимся, это вам помешает. И если вы будете обсуждать какой-то свой вопрос или держать с кем-то совет, вот мы сказали, духовный лидер, идейный лидер, но мы ведь с ним тоже не держим совет. Я тоже говорила уже в самом начале, что это может быть случайно услышанная информация, которая вы ее просто переложили на свои мысли или на свои какие-то планы. И это у вас какой-то пазл сложится. Но это не значит, и я тоже об этом сказала, что вы словно с этим человеком идете вместе что-то осуществлять. Или то, что он вам приходит на помощь. По королю жезлов нет, он не приходит никому на помощь. Это больше карта командира или больше карта того, кто дает указания. И вот приказы, например, даже так. И с учетом королевы мечей она своей служанке давала приказы. Или это вы будете, говорим так, сами себе, словно отдавать приказ, как вам нужно действовать. Или для себя с чем-то вы определитесь и составите какой-то тезис, план, как вам действовать. Но двойка– это всегда тоже взаимодействие. Может быть, поэтому нам кубковые карты, они говорят об искреннем отношении, двойка кубков. Именно искренность. А двойка монет тут не совсем искренность. Тут ни разу даже не про искренность. Здесь о спонтанности. Поэтому будьте аккуратны к спонтанным попутчикам, например. Или к тем людям, которых вы недостаточно хорошо знаете, те, которые не проверены. В этом может быть опасность. Но и не растиражируйте какую-то свою тайну. И тогда вы, не проговорившись, не создадите себе каких-то сложностей. С вами никто не будет спорить, и вы, оставаясь на своей волне, продолжите какое-то дело. Вам не будет помех. А как раз может быть вот это где-то молчание, ведь карта продолжает. Все то, что я сказала по королеве мечей. Значит, каким-то образом молчание для вас золото. В чем вы наиболее ресурсные? В правильном выборе. Вот там, где был прежде тупик, теперь вы знаете, как действовать. Вот действительно какой-то вопрос, мои дорогие стрельцы, вы можете решить. И там, где была какая-то темнота, вы теперь уже словно видите свет. И если была прежде ситуация, когда, ну вот словно как эта девушка, которая изображена на карте, два меча, скрещенные на груди. Это как мы закрываемся от всех. И может быть, с одной стороны, карта говорит о том, что где-то вы на своей волне, и это все то, что я говорила по предыдущим 4 картам, когда вы свое намерение, желание не тиражируете, не говорите, тогда буквально это вам помогает. Может быть, вам помогает как и с чем-то определиться, или увидеть свет вместо вот этой темноты, или решить какую-то застарелую проблему,
или вопрос. Или пусть вы проблему не решите. Я ведь тут могу такое допустить, опять же, с учетом Юдифи. Кто-то из вас, мои дорогие стрельцы, может принять решение «я словно ухожу». Ухожу по-английски. Не без объяснений. И эта ситуация может быть самая разная. У кого-то это может быть по работе. И вы тогда тоже никому ничего не говоря, будете какой-то свой новый план составлять. И будете действовать настолько рационально, продуманно и четко. Тут четкость идет. И когда помех-то и не будет, именно потому что никто не знает, что задумал стрелец. А стрелец уже четко видит выход из какого-то лабиринта или знает, как ноу-хау, как нужно делать или действовать. Давайте посмотрим. Вот не торопись, нам еще раз говорит карта. И всегда семерка пентаклей, если существует какой-то регламент. Когда мы ждем документы, важную бумагу, или когда мы идем в банк, например, к примеру, вы хотите взять ипотечный кредит, или вы хотите переоформить как-то кредит, то ведь вы очень рациональны, правда? И вот карта нам тоже говорит, иногда какие-то документы должны быть согласованы, или дополнительные какие-то, к одному документу еще каких 5 там нужно создать. Вот значит так, планомерно, спокойно, вообще без нервов и без какой-то спешки. Вам нужно дожидаться, когда будет готов конкретный документ, или самому тоже где-то действовать, обращая внимание на некоторые детали. У нас пентакли растут на дереве, поэтому тут всему свое время. И карта говорит, добрые дела наспех не делаются. И значит, придет время, когда вот эти плоды упадут к вашим ногам. Но сказать, что мы, как-то даже если вы что-то глобальное такое, резкое даже где-то с учетом карты королева мечей задумали, вы тоже можете этот план осуществить. У вас нет ничего невозможного, но тогда сила в молчании. Может быть, вы ждете каких-то важных бумаг, соглашений, и об этом тоже не знает никто. И тогда ваша позиция, ваш план, он как укрепляется. У вас получится что-то осуществить. Давайте мы откроем следующую карту «Деньги». Ну и деньги не тратим. Еще одна карта. Девятка жезлов – это своеобразный забор, когда мы очень продуманы. И как продуманы в контактах. Пусть в этой колоде нам ни Чиромаркети не прорисовал. Тут у нас воин, всегда на девятке жезлов это воин. И он у нас в шлеме. А часто, если вы смотрите расклады, воины изображены с перевязанной головой. То есть где-то шишек он уже набил. И вот какая-то ошибка, она не должна быть повторена. И это касается финансов. И понятно, что в мае мы никуда не вкладываемся. Понятно, что в мае, может быть, какие-то серьезные такие вложения. Это маловероятно. А вот, кстати, инвестиции в себя. Вот здесь, если все продумано, тогда это прекрасное время. Здесь больше концентрируйтесь вы именно на своих планах, на своих желаниях. Или то, что для вас будет необходимо, важно. То, что для вас способствует вашему прогрессу. И где-то ведь мы спросили, как знаки судьбы. Знак судьбы. Вот нет какой-то двойственности. Или нет пока выбора, может быть, по партнерам. Даже так. Или по надежности партнеров. Здесь еще что-то предстоит либо узнать, либо прояснить, прежде чем согласиться. И чтобы себе не навредить. Это вот как подсказка высших сил. Но если как знак судьбы мы с вами, возвращаясь к тому, в чем вы сейчас наиболее ресурсны, так вот вы сами-то как раз и ресурсны. И где-то ресурсность подтверждается первой картой. Не торопитесь куда-то. И воин, выходя из какого-то периода ограничений, или когда он, может быть, приводил свое здоровье в порядок, все-таки воин, сам себя приводил в порядок, но он понимает, что наступил тот момент, когда вот нужно из-за этого забора из 9 жезлов словно аккуратно выйти. И что он делает? Он берет, вооружился одним жезлом, и он словно, еще ведь он идет, кстати, по болоту, то есть какая-то топь или зыбкая ситуация какая-то есть именно по финансам. И поэтому нам словно нужно вот этим жезлом, перед тем, как поставить следующую ногу, нам нужно почувствовать твердыню или почувствовать то, что мы можем на что-то опереться. Или от ваших вложений будет какой-то результат. Поэтому нет поспешных действий. Тем не менее, мне очень интересно, что это такое. Все карты вас немножко, как-то оборачивают в сторону собственных планов, желаний, но и говорят об осторожности и неторопливости.
и о каком-то, в том числе, глобальном проекте, который вы можете задумать. Что такое 7 пентаклей? Ух ты, у вас тут на кону что-то очень важное. К примеру, ваша популярность, лавровый венок, или ваши заработки. Причем такие заработки у кого-то может быть как вторичный доход, или когда вы изучаете второе образование, или вы изучаете ремесло, и в последующем вы можете получить деньги. И тут точно советчики не нужны. Ну и чем меньше знают, тем вы спокойнее спите. Здесь правильная работа с информацией. По сути дела, итоговая карта, которая говорит, что вот как раз результат, стрелец, ты и получишь. И для кого-то, может быть, это может быть и переезд. И значит, если мы готовим бумаги, или вы готовитесь к переезду, детализируйте все то, что касается вашего уже местонахождения в другой местности. Или уделите в мае внимание каким-то пунктам, может быть, маленьким нюансам. Здесь нельзя чего-то недоучитывать, потому что большое складывается из малого. Ладно, о чем нам 9 жезлов на деньги? Вы знаете, ожидание. Где-то карта королева кубков нам конкретно показана девушка, которая ждет. Хотя эта карта может свидетельствовать, все-таки кубковые карты двора больше говорят о наших близких. Может быть, это вы ждете своего любимого человека, или вы ждете конкретных каких-то денег, может быть, вы ждете от близких помощи, мои дорогие, а здесь самому нужно действовать. Или вы ожидаете, вот со знаком плюс проиграется все же вдохновение, и интуиция идет по этой карте. Поэтому если вы интуитивно чувствуете о вложениях или инвестициях в самого себя, или саму себя, неважно, что у нас королева кубков выпадает, то тогда это плодотворное время. Какой совет вам дадут по финансам? Но тоже выбор нужно делать. Опять же, нужно делать выбор. И я так могу предположить, может быть, выбор между, как, откуда вы получаете деньги. Может быть, для вас как средство получения денег. Вы будете метод какой-то выбирать как платежную систему, потому что меняется как система, опять же, финансовая вокруг. Или вы ожидаете того, что вот-вот могут произойти какие-то перемены. Или была прежде вот эта патовая ситуация по 9 жезлов, но вы понимаете, что уже настало время идти вперед. Но самое главное по деньгам, опять же, ожидание карты или прокрастинация, какой-то выбор вам нужно будет все-таки делать. Но я так вижу в сторону самого себя. И опять же карта о марафонском забеге и говорит: не торопись, удели внимание деталям. Ладно, личная жизнь для тех, кто в паре. 2 жезлов. Ну, если 2 жезлов, часто говорю, это словно мы ходим от одного жезла к другому, то в этой колоде Чиро Маркетти здесь немножко по-другому. Здесь жизненная развилка. И это у кого-то, правда, в семье переезд или встреча с любимым человеком. Или, может быть, по волю судьбы вы оказались на расстоянии, и вы продумываете, как быстрее съехаться. Потому что здесь все-таки есть только один путь. И, может быть, вот этот выбор вы как раз и делаете. Или видите уже теперь вот эту словно тропинку, которую нам на карте солнышко подсвечивает. И выход как раз между 2 жезлов. А какой-то путь, который даже тропинка, я бы сказала, которая ведет налево, она более шире кажется. И тем не менее, та, которая поуже, она как будто наиболее предпочтительная. Но это планы вашей семьи, вашей пары. Что это может быть еще? Опять же, 2 пентаклей. Может быть и какой-то денежный вопрос, кстати. Здесь может быть такая ситуация, мои дорогие. Мы смотрим на пару. И банально, у кого-то денежный вопрос, именно который касается семьи. И ваша дорожайшая вторая половинка видит как-то по-своему решение вопроса, а вы видите по-своему. И вы знаете, правы будете вы, потому что у нас 2 монет, та же 2 пентаклей, чему сейчас не время. Не время держать совет. Или, может быть, мы смотрим на пару, какие-то, может быть, мнения даже вашего близкого человека, они могут быть ошибочные. Или мы никого не переделываем, безусловно. Но, может быть, человек не видит какую-то ситуацию именно так, как видите вы. Или он не знает вашу задумку. Поэтому взаимодействовать, нам карта говорит, контакты продолжать. Но, тем не менее,
Если даже кто-то вас пытается разговорить, из близких, может быть, и я не могу сказать. И даже если вы с кем-то держите вот такой совет, и этот человек искренний, все равно как будто будь стрелец на своей волне, потому что тебя ничто не должно увести, как будто с пути истинного. Ты не должен заново вернуться вот в какую-то двойку мечей. У тебя как раз сильная позиция, чтобы выйти сейчас из этой темноты, а не снова попасть в какое-то, знаете, зыбкое равновесие. Именно зыбкое равновесие. Здесь вам нужно твердыню вот эту, как мы с вами говорили, да, прочувствовать. Совет. Будьте рациональны, делайте все по закону. И если есть, допустим, какая-то ситуация, которую вы обсуждаете с кем-либо, и вам говорят, ну попробуй, или вдруг прокатит, или потом как-то решится. Никакого потом и никакой надежды на авось. Раз выпадает король мечей, это значит, все должно согласовываться с законом. Все должно быть буквально пунктуально, как-то соблюдены какие-то нормы или то, что принято, может быть, даже менталитетом в вашем обществе, или куда вы собираетесь переезжать. Заключены и подписаны все бумаги, которые вами должны быть перепроверены. Здесь есть такой момент, проходят высокие чиновники, проходят юристы. Значит, если какой-то для вас вопрос двойственный, и у каждого тут по-своему, значит, нужно, может быть, обратиться к знающему человеку, юристу, адвокату, чтобы для себя что-то прояснить. Но не должно быть оплошности. Опять же, возвращаясь, на кону что-то очень важное, какой-то очень веский результат или весомый. И поэтому вот как этот воин, который вооружился одним жезлом и очень постепенно пытается выбраться из этого болота. Может быть, это у кого-то и семейная ситуация, даже по финансам. Такое тоже могу предположить. Вы можете закрывать кредиты. Иногда банкиры проходят или банки, служащие, все равно служащий. Это тот человек, который тоже знает, какие услуги, допустим, оказывает банк, или как они вам могут помочь, или пусть это будет касаться каких-то документов. Иногда, кстати, идут врачи. Может быть, это вы кому-то вынужденно помогаете, потому что кто-то из близких нуждается в вашей помощи. Вот, кстати, или карта будет говорить, сам, если чувствуешь недомогание, тогда обратись к специалистам, и тогда, может быть, не к одному специалисту узкого профиля, а даже к двум. И я могу предположить потом уже как какое-то обследование, если вы проходите, тогда уже вы идете как заключительный аккорд к своему лечащему врачу и предоставляете ему все эти сведения об обследовании, чтобы он уже видел объективно какую-то ситуацию по вашему здоровью. Или, опять же, вот что-то подобное может касаться родственников. Ну, давайте еще одну карту достану. Как-то не очень понятно. Все-таки нас карты, опять же, к правде и конкретике. Вот правда конкретика, потому что по рыцарю мечей, во-первых, правда, с нами могут спорить. С вами, может быть, могут и спорить кто-то из близких, из родственников, из детей. По рыцарю мечей проходит бунтарь без причины. Или наоборот, вас, мои дорогие стрельцы, могут через какой-то пафос уговаривать. Ну давай, соглашайся, такое дело выгодное. А нам говорят, да нет, ты возьми и просчитай все. Но по рыцарю мечей со знаком плюс, а мы ведь достаем с вами совет, правда истина, она дороже. И мы ищем эту правду и истину, и мы ее находим. Вы ее находите. Это как точка нового отчета. Или вот эта твердыня, или твердь, да, от которой мы можем оттолкнуться от правды. Для тех, кто один или одна. Новое знакомство, правда, я могу такое предположить. И переложите тогда все то, что я до этого времени сказала, по тратам где-то вашим, да, вопросы денег, будьте аккуратны. Может быть, и хочется красивых жестов, правда, с рыцарем мечей может захотеться. И когда вы вместе, даже с новым человеком, такой красивый жест совершить. Но а надо ли? Еще неизвестно, куда продолжатся отношения. Вы еще не знаете человека. Будьте немножко на своей волне. Может быть, навести справки об этом человеке, если вы, правда, состоится знакомство. Или это знакомство, оно состоялось прежде. Или даже пусть этого человека вы знали
тоже когда-то ранее, но не было вот более тесных контактов. А тут эта история, ну, начинает принимать какой-то новый оборот или каким-то новым интересом. Это хаос перед началом творения, называется карта. И нам, тем не менее, изображен нулевой аркан, как шут, жонглирует всем зодиаком. Но пока еще вокруг какой-то хаос, есть какая-то неразбериха. Поэтому в плане новых знакомств это прекрасно. Это карта романтики, это карта хорошего настроения, это карта воодушевления, радости, какого-то инсайта творческого, кстати. И у кого-то это будет желание как поехать куда-то, или переехать, или совершить путешествие, или с кем-то познакомиться. И вот эти энергии, они вас могут захватить. Нет здесь скуки, мои дорогие стрельцы, для тех, кто один или одна, и есть возможность совершенно, знаете, раскрасить невероятные тона и цвета в вашу жизнь. Но при этом будьте осмотрительны. Пока еще рано делать выводы. Для тех, кто в сложных отношениях. Колесо фортуны. И здесь у каждого по-своему. Конечно, в этой колоде карт это карта удачи, фортуна. И это то время, мои дорогие, когда ваше колесо идет наверх. Будьте внимательны, потому что цикличность по этой карте. Вот сейчас есть какой-то очень удобный момент разобраться с чем-то. Я тоже об этом долго говорила, не повторяюсь. Просто вы переложите мною сказанное на свою концепцию жизни. Но тогда, мои дорогие стрельцы, помните, что любая возможность, она не длится долго. Вот как это колесо, сначала наверх, а потом неизбежно будет какой-то спад. И поэтому максимально использовать ваше время ресурсности или время возможностей. Если для вас важен человек, то, может быть, и договориться или прояснить, спокойно, вот так дипломатично совершить вот этот важный диалог, который вас приведет либо к какому-то важному компромиссу, да, Соломоново решение кто-то будет принимать. Но я и также допускаю, что кто-то может и разрубить Гордиев узел, смотря с чем и какая концепция ваших личных отношений. Но здесь карты вам дают действительно какой-то шанс. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.